И снова здравствуйте, мои дорогие друзья! В этом выпуске я подготовила для вас знакомство с одной очень крутой, лютой черепахой, главная цель которой – это оказать существенное влияние на все океаны, то есть помочь очистить воды Мирового океана от многочисленного мусора и загрязнений, а также позволить всем его морским обитателям свободно жить и плавать в чистой воде. Одним словом, у данного мем-токена весьма глобальная цель, реализовать которую он намерен благодаря своей токеномике, которая, как заявляют сами основатели, не имеет аналогов и каких-либо скрытых комиссий и сборов. Плюс запуск данного токена был осуществлен без каких-либо предпродаж и не имеет при этом командных жетонов, что, как по мне, уже очень большой плюс. При этом все 100% токенов находятся в пуле Юни, что я считаю тоже очень важным. Ну и наконец, чтобы еще больше повысить к своему проекту уровень доверия и прозрачность, разработчиками была сожжена первоначальная ликвидность, что, как по мне, тоже звучит крайне здорово. Если же говорить о самой черепахе, то, как вы уже поняли, ее появление спровоцировало все то безобразие, которое происходит с океанами во всем мире, которые, по сути, превращаются не в дом для всех его обитателей, а в помойную лужу, куда люди регулярно выбрасывают и сливают все свои продукты жизнедеятельности. Но так продолжаться не может. Пора что-то менять. И Tettle здесь, как раз чтобы изменить это. А Loot, чтобы это произошло быстрее. Однако для всех тех, кто не до конца еще понял суть всего происходящего, поясню, что Tettle стремится с помощью своего токена и активного сообщества собирать средства, с помощью которых будут финансироваться все те благотворительные организации, которые будут отбираться, опять же, путем голосования всего активного сообщества Tettle. Кстати, если взглянуть на доступную дорожную карту проекта Tettle, то мы увидим, что в рамках первой фазы разработчикам удалось реализовать почти все свои пункты, которые, как вы видите, включают в себя даже листинги на таких информационных порталах, как CoinGecko и CoinMarketCap. Что же касается второй фазы, то включает она в себя уже целый ряд стратегически важных действий, то есть проведение первой благотворительной акции, размещение токенов, укрепление партнерских отношений и запуск даже своей собственной игры, доработать и реализовать которую в полной мере они намерены уже в третьей фазе своего развития, в рамках которой нас ждет еще и запуск своей благотворительной площадки NFT, обновление сайта и маркетинга, а также большая численность участников Telegram и много чего другого. А пока обращу ваше внимание еще и на то, что данный токен вы легко сможете себе приобрести на всеми знакомой нам площадке Uniswap, которая, я напомню, адаптирована под все токены, созданные на базе блокчейна Ethereum. Поэтому для покупки Tettle вам понадобятся эфириумы, которые должны будут быть у вас на кошельке MetaMask, так что имейте это в виду. Однако помогать всем морским обитателям вы можете не только приобретая себе токены Tettle, но и приобретая себе те или иные вещи в их Tettle Merch. То есть, приобретая себе толстовки или же футболки, 10% с каждой продажи будут отправляться на благотворительность в ту организацию, которую выберет само сообщество, что я считаю очень здорово. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Познакомиться же с проектом более подробно вы, как всегда, сможете уже посредством официальных социальных ресурсов, ссылки на которые я обязательно оставлю в описании. А пока обращу ваше внимание еще и на то, что на сайте доступен раздел с часто задаваемыми вопросами, ознакомившись с которыми, вы также получите для себя ответы на многие возникшие у вас вопросы, что я считаю опять-таки очень удобно. И еще, возвращаясь к теме токеномики, не могу не сказать вам еще и о том, что общая эмиссия токенов Tettle составляет 1 триллион. При этом холдеров, которые хранят на своих кошельках данный токен, как видите, уже насчитывается почти 1500 человек, что я считаю очень здорово. Так что, дорогие друзья, кто искренне заинтересовался концепцией Tettle, переходите по ссылкам и знакомьтесь с проектом поближе, чтобы до конца разобраться со всеми деталями и особенностями. Ну а я, как всегда, благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет уже совсем скоро. А пока отличного вам дня, удачи и пока-пока!